Россия вновь атаковала Украину дронами. Один из них целился в памятник Степану Бандере, но попал по детской площадке рядом. Россия пытается сделать Киев непригодным для жизни. Трамп опять обвиняет Зеленского. Песков с Трампом, безусловно, согласен. Но переговоры с США Россия откладывает. Америка готовится к удару по Ирану на всякий случай. Иран закрыл воздушное пространство и публично заявляет, что не будет казнить протестующих. По крайней мере, одного. Европа в шоке от переговоров с США о судьбе Гренландии. Венс вел себя с гренландцами и датчанами хуже, чем с Зеленским, но камер рядом не было. Первая в истории эвакуация с МКС прошла успешно. Расскажем и покажем, как это было. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. В ночь на четверг Россия вновь атаковала Украину ударными дронами, в том числе Киев, в котором многие районы после прошлой атаки 13 января остаются без света и тепла. Воздушные силы утром сообщили, что зафиксировали 82 беспилотника, из которых 61 был сбит или перехвачен. Зафиксировано попадание 21 дрона в 13 местах. Под утро 15 января во Львове прогремели взрывы на фоне предупреждения об угрозе шахедов. Впоследствии глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о попадании БПЛА в центре Львова на улице Степана Бандеры. Мэр города Андрей Садовой отметил, что вражеский дрон упал на детскую площадку у памятника Бандере. «Символическое место – то, чего агрессор боится больше всего», – подчеркнул он. Позже журналисты украинской службы «Радио Свобода» разыскали женщину, убиравшую площадь у памятника и продолжившую работать сразу после взрыва. Мы с подругой стояли, я убирала на остановке, я же не знала, что придется бежать. И милиционер сказал, что мы убегаем, и прямо над головами прилетело. То есть он вас предупредил? Бегите? Да. Взрыв был сильный? Он был таким громким, глухим, но в то же время громким. Я думала, что мина, а милиционер говорит, что это шахед. И все, мы просто убежали, там же наши люди убирали. Цель России – сделать Киев непригодным для жизни, сообщает The New York Times. Издание опубликовало крупный материал о наиболее суровой зиме в украинской столице за все годы войны. Газета подчеркивает, что нынешняя кампания ударов по энергетике стала самой разрушительной и направлена на то, чтобы буквально выжить жителей Киева из города. Российские атаки усилились именно в период сильных морозов. Целенаправленно выводится из строя тепло и электроснабжение. В результате сотни многоэтажек остаются без отопления, электричество отсутствует по несколько суток подряд, а город фактически изолирован от общей энергосистемы. Были поражены трансформаторные подстанции и все 3 ТЭЦ Киева. Нью-Йорк Таймс пишет, что цель Кремля – подорвать мораль населения и вынудить власти идти на уступки в мирных переговорах. Ситуация в Киеве становится критической. Температура в квартирах опускается до уличной. Люди спят в куртках, а семьи с детьми массово уезжают к родственникам в села. Мэр Киева Виталий Кличко отметил острую нехватку ракет для системы ПВО, прежде всего для Patriot. Повторные удары по объектам во время ремонта затягивают восстановление и приводят к гибели энергетиков. Нью-Йорк Таймс также фиксирует рост внутреннего напряжения и усталости общества. Часть киевлян начинает говорить о необходимости завершить войну любой ценой, тогда как другие убеждены, что уступки лишь усилят аппетиты Кремля. В резюме газета подчеркивает, что, несмотря на разговоры о мирных переговорах, для мирных жителей ситуация не улучшается. Зима 2026 года стала для Киева самой жестокой за всю войну. Заключению мирного соглашения в Украине препятствует Киев, а не Москва, заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters. На вопрос о том, почему переговоры под руководством Соединенных Штатов до сих пор не разрешили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: Зеленский, не уточнив детали. Трамп на протяжении всего своего президентства безуспешно пытался положить конец войне России против Украины, несмотря на предвыборные заявления о том, что он сможет остановить ее за один день. Трамп неоднократно критиковал как президента России Владимира Путина, так и Зеленского, однако на этот раз вновь звучал особенно скептически в отношении украинского лидера. По словам Трампа, Путин готов к сделке. На вопрос о том, в чем заключается задержка, Трамп ответил коротко: «Зеленский. Нам нужно, чтобы президент Зеленский согласился», — сказал он. Владимир Путин принял верительные грамоты послов 34 стран, включая 10 европейских государств и одного так называемого посла террористической группировки «Талибан», захватившей власть в Афганистане. Совет безопасности ООН признал движение «Талибан» террористической организацией в 2003 году, а затем его таким признали и в России.
В 2021 году, после взятия власти талибами, Кремль начал с ними сотрудничество. Члены Талибана часто приезжали в Россию и проводили встречи на официальном уровне. Путин начал называть талибов союзниками. А в июле прошлого года Россия стала единственной страной в мире, установившей с террористической группировкой «Талибан» дипломатические отношения. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обещал, что на этой церемонии его начальник выскажется по основным внешнеполитическим вопросам. Но Путин снова ни разу не упомянул США, Венесуэлу и Иран. Вот что он сказал, критикуя международное положение. Иногда это даже могло показаться самокритикой, но только показаться. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна, особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует. Мне кажется, с этим никто не будет спорить. Обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные очаги напряженности. При этом дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними, причем весьма опасными действиями. И вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы. Мирное урегулирование конфликта на Украине. Именно к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей. Россия заявила, что высылает британского дипломата после того, как Федеральная служба безопасности идентифицировала его как британского шпиона. ФСБ, основной правопреемник советского КГБ, назвала имя британского дипломата и сообщила, что он якобы работал под прикрытием на британскую разведслужбу. Дипломату дали 2 недели на то, чтобы покинуть Россию. Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Великобритании в России, чтобы выразить протест в связи с произошедшим. В очередной раз было подчеркнуто, что Москва не будет терпеть деятельность незаявленных сотрудников британской разведки на территории России, заявили в МИД. Также было сделано предупреждение о том, что в случае эскалации ситуации со стороны Лондона российская сторона даст решительный зеркальный ответ, говорится в сообщении министерства. Иран закрыл свое воздушное пространство для большинства авиарейсов поздно вечером в среду из-за опасений возможного военного столкновения с США. По данным Федерального управления гражданской авиации, Иран запретил все полеты, за исключением международных рейсов с официальным разрешением. Первоначально запрет должен был действовать чуть более 2 часов, но позже его продлили. Данные Flight Radar 24 показали, что к 20:30 по восточному времени США воздушное пространство Ирана почти полностью опустело, за исключением рейса Махан-Айр из Шэньчжэня в Тегеран. Эти меры принимаются на фоне самых массовых антиправительственных протестов в Иране за последние годы. Ранее в среду стало известно, что США начали выводить часть персонала с военных баз на Ближнем Востоке. Это произошло после того, как старший иранский чиновник заявил, что Тегеран предупредил соседние страны о готовности нанести удар по американским базам в случае атаки США. Президент Дональд Трамп рассматривает возможный ответ на ситуацию, удерживая баланс между угрозой военного вмешательства и необходимостью предосторожности. Иранские власти, в свою очередь, продолжают жестко подавлять протесты, в ходе которых, по сообщениям, погибли 1000 человек. Иранский суд сообщил, что 26-летний Эрфан Солтани, задержанный 10 января во время протестов, не приговорен к смертной казни. Ему предъявлены обвинения в сговоре против внутренней безопасности страны и пропагандистской деятельности против режима, за которые по закону смертная казнь не предусмотрена. Ранее правозащитники сообщали о якобы назначенной казни Солтани. А президент США Дональд Трамп заявил, что ему сообщили о снижении числа убийств в ходе подавления протестов и что массовых казней в настоящий момент нет, приняв выжидательную позицию после предыдущих угроз вмешательства. При этом он не исключил возможных военных действий США. По всему миру 3-ю неделю продолжаются манифестации в поддержку Ирана, однако с абсолютно противоположными требованиями. В одних регионах собравшиеся требуют поддержать протесты и ударить по исламистскому режиму Айтол. В других, напротив, требуют разгромить протесты и не трогать исламистов. Вот примеры.
В регионе Ладак в Индии люди вышли с плакатами с изображением верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаминеи, и скандировали лозунги, требуя подавить самые масштабные внутренние волнения в истории Исламской Республики. Марш был организован Фондом памяти имама Хомейни, сообщает местная пресса. В израильском городе Холон в среду прошел митинг в поддержку протестов в Иране. Участники скандировали лозунги «Не бойтесь, мы все вместе» и «Еврейский народ поддерживает иранцев, свободный Иран», выражая солидарность с демонстрантами. Мы здесь, чтобы сказать иранскому народу, что они не одни, что мы с ними. Они в наших мыслях. Мы постараемся быть с ними духовно настолько, насколько это возможно. Мы плачем вместе с ними. Мы испытываем боль. Мы чувствуем их страдания. И, как и они, мы надеемся, что они как можно скорее обретут свободу. Около 900 демонстрантов, выступающих за демократическое устройство Ирана, прошли по Берлину, требуя прекращения насилия в Иране и распространяя информацию о протестах. Большинство моих родственников, друзей и коллег там. И, конечно, мы практически не были с ними на связи уже 6 дней. Мы не можем дозвониться. Новости доходят всегда через третьи руки. Поэтому пытаешься связаться с другими через кого-то еще и просто узнать, все ли с ними в порядке. Другой способ — люди, которые как-то случайно или через имеющиеся у них возможности отправляют сообщения. Но суть в том, что, я думаю, этот крик о помощи никогда не был таким сильным. Все, кто сейчас выходит вперед, просто спрашивают: «Вы поможете нам, поможете остановить то, что происходит?» Массовые протесты в Иране активизировали находящихся в эмиграции противников исламистов. Однако, несмотря на общую ненависть к режиму аятолл, ведущие оппозиционные группы по-прежнему раздирает глубокий раскол, уходящий корнями еще во времена доисламской революции 1979 года. Он проходит между монархистами, поддерживающими наследного принца Ирана Резу Пехлеви, и более организованной левой группировкой Муджахедин-э-Халк. Аналитики и дипломаты считают, что обе силы гораздо популярнее среди иммигрантов, чем внутри страны. Сын бывшего монарха, Реза Пехлеви, стал, если хотите, фигурой-символом и пытался мобилизовать протестующих. И в определенной степени он действительно оказал влияние на те протесты, которые мы наблюдаем. Но я бы не стала это переоценивать. Очень трудно понять, насколько широка его поддержка, как, впрочем, и поддержка любого другого политического деятеля в Иране. Я бы сказала, что иранцы в целом достаточно едины в стремлении к свержению Исламской Республики, но при этом у них нет ясного понимания того, что должно прийти дальше и кто именно должен прийти к власти. И, конечно, иранцы внутри страны, как мне кажется, не рассматривают диаспору как единственный источник своего будущего. Именно они несут на себе непропорционально тяжелое физическое, эмоциональное и экономическое бремя. При этом внутри страны существует активизм, идеи и собственная субъектность. Но многие фигуры и лидеры иранской оппозиции находятся в тюрьмах Ирана. Многие другие иранцы за пределами Ирана также глубоко скептически относятся как к монархистам, так и к МЕК. Однако у них нет организованной оппозиционной сети, сопоставимой по масштабу с этими движениями. Отсутствие общепризнанного оппозиционного движения или единой фигуры лидера осложняет международные подходы к кровавым волнениям, охватившим Иран. На этом фоне президент США Дональд Трамп публично ставил под сомнение уровень поддержки Пехлеви, одновременно рассматривая возможность нанесения авиаударов. Я думаю, что вмешательство США, и здесь, конечно, все зависит от его масштаба, формы, а также от намерений и целей Соединенных Штатов, могло бы в определенной степени оказать поддержку протестующим. Однако остаются ключевые переменные, как внутренние, так и внешние, которые необходимы для того, чтобы эти протесты действительно переросли во что-то революционное. Нужно устойчивое сопротивление внутри страны, нужны организационные возможности, и Исламская Республика постоянно пытается их разрушить. Нужен план действий, нужно понимать, что будет дальше. И в конечном счете необходимо, чтобы элиты внутри иранской политической системы порвали с этой системой. Но мы не видели формирования раскола среди элит ни в ходе этих протестов, ни во время каких-либо протестов с 2009 года. А вот что думают иранцы, опрошенные иранским информационным агентством ВАНА на улицах Тегерана? Следует заметить, что свобода слова в контролируемом режимом аятолл Иране существенно ограничена.
а все местные СМИ подвергаются цензуре. Мистер Трамп много говорит и стремится заставить иранский народ преклонить колени. Это ошибка. Мы противостоим ему всеми нашими силами. Я думаю, что вероятность того, что Трамп нападет на Иран, велика, потому что он не совсем психически уравновешен, а его советники в основном из еврейских лобби, потому что они говорят только от имени Израиля. Ситуация на базаре немного улучшилась, люди стали больше ходить за покупками, но в целом стоимость жизни для людей остается тяжелой, особенно цены в магазинах. Но, к счастью, ситуация с безопасностью улучшается, люди выходят за покупками немного чаще. Мы дали США твердый ответ в прошлый раз, я не думаю, что они осмелятся атаковать снова. Тысячи иранцев в последние дни пересекают наземную границу с Турцией. Вот что говорят эти люди о возможном ударе США по их стране. В Иране хаос, в Иране война. Сейчас все остановилось, но непонятно, что будет дальше. Трамп сказал, что вмешается в Иран, но он не сможет. Кроме того, у нас нет интернета, мы не информированы. Мы не можем узнать, что происходит внутри. Иран прекрасен. Мы не хотим, чтобы Трамп начал войну. Трамп ничего не сможет сделать. Когда мы едины в мусульманских странах, они не смогут ничего сделать. В любом случае, ничего не происходит. Несколько дней были волнения, но все закончилось. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выступает против любой военной интервенции в Иран. На пресс-конференции в Стамбуле Фидан подчеркнул, что Турция не поддерживает применение насилия и приоритетом остается предотвращение дестабилизации страны на фоне жесткого подавления протестов в Тегеране. Мы против военного вмешательства в Иран. Ирану нужно решать свои собственные внутренние подлинные проблемы. Конечно, здесь есть и международный аспект. В чем он заключается? Иран находится под санкциями. И почему они под санкциями? Из-за некоторых проводимых ими политик. Как на глобальном, так и на региональном уровне. Мы говорим им, что они должны урегулировать свои проблемы с региональными странами. Они также должны решить свои глобальные ядерные вопросы дипломатическим путем, не упуская ни одной возможности, чтобы устранить структурные проблемы, вызывающие экономические трудности. Наш приоритет — избежать любой ситуации, которая привела бы к использованию силы. Но, как мы видели в последние несколько месяцев, во время 12-дневной войны мы сталкивались с атаками сначала со стороны Израиля, а затем со стороны США. Пусть и ограниченными, и эти атаки остановились в определенный момент. Сейчас возможность повторения такого не является чем-то, что мы могли бы допустить. И европейские дипломаты обеспокоены, что компромисс с США по вопросу Гренландии может оказаться невозможным, поскольку в переговоры активно включился вице-президент США Джей Ди Венс. Как пишет «Политика» 15 января, после серии угрожающих заявлений США о возможном захвате острова, министры иностранных дел Дании и Гренландии направились в Вашингтон для переговоров с государственным секретарем Марко Рубио. Однако их план провести спокойные дипломатические переговоры был нарушен. Вместо этого они столкнулись с Венсом, который заработал репутацию крайне враждебного к Европе игрока, способного серьезно влиять на решение президента Трампа в вопросах территориальных притязаний. По словам европейских источников, ни один из чиновников не считает Венса союзником ни в переговорах по Гренландии, ни в целом в трансатлантических отношениях. Один дипломат заявил, что «Венс нас ненавидит», а его присутствие на переговорах вызывает серьезную тревогу относительно исхода обсуждений. В то же время переговоры, по словам официальных лиц, прошли, насколько это было возможно, без публичных унижений, подобных тем, что Венс устроил президенту Украины Зеленскому в овальном кабинете в прошлом году. Европейцев особенно потрясли критические замечания Венса по поводу отказа стран ЕС сотрудничать с крайне правыми. В отличие от Венса, Марко Рубио воспринимается европейскими дипломатами как надежный политик, чьи взгляды в основном совпадают с приоритетами европейского мейнстрима, особенно в вопросе Украины. Однако европейцев тревожит перспектива, что после окончания второго срока Трампа Белый дом может занять именно Джей Ди Венс, что создает дополнительные риски для трансатлантических отношений и будущего дипломатического диалога по таким вопросам, как Гренландия. Поздно вечером 14 января в аэропорту Нуука, столице Гренландии, приземлился самолет королевских ВВС Дании с военными на борту. Как сообщил корреспондент Reuters, из самолета выходил персонал в военной форме. Так выглядит процесс усиления военного присутствия и подготовки учений по укреплению оборонных возможностей острова. Датское командование и власти Гренландии официально заявили, что этот процесс идет в тесном взаимодействии с союзниками по НАТО и включает подготовку и проведение совместных учений стран Североатлантического альянса, а также возможную координацию с другими европейскими государствами, направляющими военных и технику в Гренландию.
Европейские лидеры и Европейский парламент уже выразили свою поддержку Дании и Гренландии, осудив риторические заявления и подчеркнув приверженность принципам международного права и суверенитета союзников. История не прощает ни неподготовленность, ни слабость. Наши вооруженные силы и все наши силы, включая все вспомогательные службы, это наша страховка жизни. И ядерное сдерживание тоже, о котором стоит упоминать подробнее, является ее краеугольным камнем. Все усилия, о которых я только что упомянул, и те, которые мы продолжим прилагать, способствуют тому, чтобы мы были готовы и равны перед лицом угроз. Европейские страны, включая Францию, Германию, Норвегию и Швецию, направляют военных для участия в подготовке операций и учений в регионе, чтобы укрепить безопасность и показать солидарность по линии НАТО, а не в поддержку каких-то территориальных претензий. Великобритания направила одного военного офицера в Гренландию на фоне угроз Трампа, сообщает The Independent. Норвегия отправляет 2 военнослужащих, Германия — 13, а Франция — неназванное количество. Польша не направляет ни одного человека. Сегодня на самом деле не время и не место для детального анализа геополитических и военных последствий потенциального вооруженного вмешательства Соединенных Штатов в Гренландию. Это было бы политической катастрофой и с нашей точки зрения. Я имею в виду конфликт или попытку захвата территории страны, которая является членом НАТО, другой страной-членом НАТО. И что еще хуже, Соединенными Штатами, это было бы концом света, каким мы его знаем, который гарантировал нашу безопасность на протяжении десятилетий. Мы не планируем отправлять польских солдат в Гренландию. Могу сказать только то, что всегда знал. К сожалению, ни один сценарий нельзя исключать. С учетом прошлых действий администрации президента Трампа, возможен любой сценарий. Есть ли у Европы план? Дамы и господа, для таких ситуаций планов нет. Я сделаю все, чтобы Европа в целом оставалась единой, потому что наша польская безопасность напрямую зависит от стабильности Европейского Союза и солидарности европейских членов НАТО. Эвакуация 4 членов экипажа с Международной космической станции прошла успешно. Капсула SpaceX Crew Dragon с 4 членами экипажа приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии в ночь на 15 января. Спуск с орбиты продолжался более 10 часов. Капсула с астронавтами совершила мягкую посадку с помощью парашютов в районе Сан-Диего. Процесс транслировался НАСА и SpaceX. На кадрах видно, как астронавты сидят рядом в бело-черных скафандрах со шлемами во время спуска. План досрочного возвращения был объявлен 8 января, после того, как НАСА сообщила о серьезном медицинском состоянии одного из астронавтов, требующем немедленной помощи на Земле. Это первый случай, когда миссия экипажа МКС завершилась досрочно по медицинским причинам. НАСА не раскрывает, кто из членов экипажа столкнулся с проблемой и какой характер она носит. В составе Crew-11 астронавты С. Ше, Азена Кардман, 38 лет, и Майк Финк, 58 лет, японский астронавт Кимия Юи, 55 лет, и российский космонавт Олег Платонов, 39 лет. Они прибыли на МКС в августе, после запуска с территории Флориды.